Сегодня 15 января, уже 2025 года, и мы с вами, как всегда, идем по Одессе. Людям, которые живут за границей, интересно, почем же сейчас топливо в Украине. Ну вот, средняя цена это евро 95, 56, 50, премиум 95, 58, 57, 99, дизель 52 и газ 36,50. Всем привет из солнечной Одессы. У нас сегодня было тревожное, не очень хорошее утро, но об этом расскажу дальше. Пока хочу сказать, что в Одессе солнечно, поют птицы, но достаточно морозно. Немного пройдешься, сразу замерзает лицо и ручки, если не надевать перчатки. Но в целом чувствуется, что все-таки скоро весна. Иду сейчас как раз мимо катка, и мне вот просто захотелось вам его показать. Вижу, что там катаются дети и, возможно, взрослые. В Одессе несколько катков. Раз уж нет снега и льда настоящего на улицах города, то спасают хотя бы катки. Вот дети катаются с Мишкой. Ой, кто-то упал. Я один раз в жизни каталась на катке, постояла у бортика, потом упала, у меня руки болели неделю, поэтому я решила, что это не мое. Вот кто-то все время лежит, это на нас подобные, мы тоже примерно так катаемся. Конечно, нужно будет как-то еще раз попробовать, просто перебороть себя. Ой, ой-ой-ой-ой-ой. Бывает, говорит женщина. Главное не терять надежду, что получится. Но мне кажется, этот мальчик очень целеустремленный. Сейчас приехала с вами в торговый центр. Один из самых больших торговых центров в Одессе. И покажу вам сейчас, как он живет, и кое-что еще очень интересное. Посмотрите, еще до сих пор новогодние декорации. Санта-Клаус, снеговик. Праздники еще продолжаются. К сожалению, как я уже сказала, к сожалению, одесситов сегодня утро было тревожным. Все проснулись в 6 часов утра от сигнала воздушной тревоги и о том, что ракетная опасность, причем не только в Одессе, а по всей территории Украины. У нас хорошо, что было спокойно, не было вроде бы как ни взрывов, ничего, мы не слышали, ни в новостях не писали, но другие регионы пострадали, потому что была атака на энергосистему Украины, энергоструктуру Украины, и многие области остались без света. Снова люди остались в домах без электроэнергии, и у них пока действуют графики отключения света. Нас пока это не коснулось, но весьма вероятно, что тоже снова услышим звуки генератора. А очень бы этого не хотелось. Посмотрим. День начался, в принципе, нормально. Нужно искать позитив и хорошие эмоции во всем. Поэтому не унываем и продолжаем наслаждаться жизнью. Хоть как бы тяжело кому сейчас не было. Я сейчас иду в одно из своих самых любимых мест в этом торговом центре. Это контактный зоопарк. Я здесь раньше все время приезжала в химчистку, здесь рядом есть. И видела различных зверушек здесь в витринах. Он называется Маки-Паки. Здесь раньше было больше енотов. С начала войны я сюда приехала впервые. И вижу, что енотик остался только один. Он сейчас спит, и я не могу вам показать эту маленькую прелесть. Все-таки видно, что еще утро, и не все проснулись. А вот еще одни прикольные зверушки. Ну, вы представляете, у меня просто вылетело из головы, как они называются. Если вы помните, пишите в комментариях. Вон он, зверушка передает вам привет. Посмотрите, какая она милая. Еще утро, и не все проснулись. Видимо, ждут свой завтрак. Так, я здесь обнаружила еще две симпатяги. Двоих симпатяг.
Посмотрите, какие они смешные. Я думала, это какие-то маленькие игрушки. А это вот такие вот ребята. Видите, как прекрасна наша планета, как прекрасны все создания. Смотрите, смотришь и улыбаешься. Вот в этом нужно реально находить позитив. Я вижу, там лама черная ходит, такая интересная. Я была когда-то в этом контактном зоопарке. Конечно, он больше для детей. Дети здесь поистине радуются. Но и каждому взрослому тоже будет приятно его посетить. Ну, посмотрите, это просто чудо какое-то. Я думала, енот один, но есть второй, и вот он проснулся. Вот и маленький бандит. Замечательные животные, они очень смешные, очень толстенькие. В Одессе еще есть комната с енотами. Когда-то ее посещала, и поверьте, это просто огромное количество удовольствия. Ну вот какая милая мордочка у этого прекрасного создания. Ой. Мордочку спрятал, и все. Не хочет нам показываться. А вот здесь и цены. Утро, кинотеатр, и уже даже люди пришли в кино или на мультики. Представляете, я даже не знала, что так рано люди приходят в кино. В кинотеатре дома я была еще перед войной. Сейчас и знакомые, которые ходят, говорят, что во время сеанса, когда воздушная тревога в целях безопасности, всех просят выйти, покинуть кинотеатр, и нужно ждать иногда по часу, чтобы снова досмотреть фильм. Ну, такое себе удовольствие. Вот так и живем. Здесь когда-то сделали реконструкцию, открыли такой магазин, в котором можно купить попкорн, снеки, чипсы, вкусную водичку, кофе. В общем, все здесь есть. Уже немного больше появляется людей. О, фотка с медведем, даруя здоровье, так красу. Поэтому мы сделаем фотку с медведем. А вдруг поможет. Сейчас утро, поэтому я говорю, что мало людей в торговом центре. После обеда их гораздо больше. Вижу аквариум, а в нем вижу устриц различных видов, но их еще мало, наверное, потому что утро и еще не подвезли других. Классное название – хитрый перец. Сейчас мы посмотрим, что продается в хитром перце. Вижу здесь уже приготовленная еда. Сейчас посмотрим, интересно, какие сейчас цены на такую еду. Пирожки здесь различные есть. Сырники, вижу вареники с вишнями. Это все цена за 100 грамм. Тут вареники с вишнями. 100 грамм 29 гривен. Оливье 45 гривен. О, даже не надо ничего готовить. Все можно купить, приехать и перекусить. Шашлычок куриный 69 гривен. Котлетки. Различная рыбка. Очень удобно, особенно для людей, которые здесь работают или просто приехали за покупками и хотят перекусить. Гречка 25 гривен. Ну, очень отличные цены. Вот так набираешь еду, и прямо здесь, в приятном уютном месте, ее можно и съесть. Какая прелесть. Голубое небо, прекрасное освещение. Смотрите, какая красота. Уже постепенно люди подтягиваются. А то утром совсем пусто было. В принципе, во всем мире одинаковые магазины в торговых центрах. Не все, конечно, но многие из них. В некоторых странах меньше, выбор в некоторых больше, но в принципе все везде похоже. Смотрите, какие букеты из конфет. Такой вот примерно 535 гривен стоит. Такие, наверное, подороже. Здесь не везде есть цены.
такой вот 600 гривен. Ну, в целом примерно 500-600 гривен. Вот такой 600. Так, когда идешь по местам, возле которых раньше часто проезжал, возле которых раньше жил, что-то работает, но вижу некоторые кафе, некоторые рестораны, магазины закрылись, потому что из-за войны, понятное дело, что платежеспособность людей уменьшилась и просто не вытянули. Кто-то открывается, у кого-то получается, кто-то закрывается. В общем, это все печально. Сейчас в новостях сегодня появилась еще одна неприятная новость для каждого украинца о том, что у нас продлили военное положение до 9 мая. Поэтому вот такие вот дела. Сейчас вышла с торгового центра, и на улице еще больше потеплело. Вижу, на улицах города продают рыбку. Прям можно... А, это не рыбка, колбаса. Колбаску продают. Не знаю, с чем это связано, но в городе в последнее время очень часто видят лисиц. Раньше тоже они были, но достаточно редко. А в последнее время они так обнаглели, что они просто ходят по домам, по жилым массивам и подходят к двери, что-то там ищут, вынюхивают и абсолютно не боятся людей. Я сейчас прикреплю видео, потому что, мне кажется, каждому будет интересно на это посмотреть. Если вдруг кто-нибудь на улицах города увидел лисичку, то не спешите радоваться и вообще к ней не подходите, потому что если животное будет заражено вирусом бешенства, то оно вас может укусить и заразит и вас. А бешенство, если сразу не сделать укол от него, то может привести вообще к смертельному исходу. Поэтому будьте очень осторожными. В Одесской области, я читала, в 2024 году было зафиксировано 23 случая, когда животные были больными. Поэтому будьте осторожными. Если видите лисичку, то желательно отходите или прогоните ее. Это у нас, знаете, как часто. Увидел лисицу, ой, быстро фотографии и с лисицей, и в обнимку, и дернуть ее за хвост надо. Такие у нас люди как-то немного забывают о безопасности, поэтому лучше быть осторожными, чтобы не навредить своему здоровью. Наверное, из-за того, что сейчас запрещена охота, поразводились лисицы, в области поразводились шакалы, и теперь они уже прибегают за добычей в город. Смотрите, иду, январь месяц, в Одессе скоро будут зеленые листья, ну, а пишут, что в Ивано-Франковске где-то уже зацвела вишня. Вот такая вот у нас зима. Смотрите, какая зеленая трава. В этом году вместо снега просто зеленая травка. Несмотря на то, что было сложным утром, неприятным утром, утро, которое напоминает о том, что в стране война, сейчас стало спокойно, солнечно, хорошо. И в такие минуты я часто говорю о том, что забываешь, что сейчас война, даже немного расслабляешься, и чувствуешь себя, как будто ты живешь 3 года назад, и ничего такого и не происходило. Хочется, конечно, чтобы так и оставалось все время, и остается на это только надеяться. Я желаю всем хорошего дня, хорошего настроения, берегите себя и своих близких. И до встречи в следующем видео. Пока-пока.